Если вы завтра приступаете к работе мастера на заводе или уже работаете мастером и хотите выполнять свои обязанности профессионально и на высочайшем уровне, этот ролик для вас. Также мы разберем сегодня 5 грубых ошибок, которые могут сломать вашу карьеру. А главное, знания, которые вы сегодня получите, позволят вам расти и дальше, до начальника цеха, а может сразу и до директора производства. И, конечно, все, о чем я расскажу, я проходил на практике. Поделюсь наработками, которые сам собирал 4 года и применял в работе, когда был мастером-технологом на заводе «Атамаш». Представьте цех любого завода. Шум, запах металла, люди в спецовках, сварка искрит в каждом углу. Вы мастер, только заступили на смену, или может только планируете выйти в понедельник на свою первую смену в этой должности. В прошлом году я вел проект на заводе тяжелого машиностроения 1350 человек сотрудников. И целый месяц наблюдал за мастерами в одном из цехов. Смотрел, чем они заняты с утра до вечера. И знаете, что бросилось в глаза? Они не управляли, а больше тушили пожары. Бегали за комплектующими, ездили на карах на склад или в соседние цеха за деталями. Успокаивали своих рабочих, искали начальника цеха, чтобы подписать бумажки и что-то согласовать. И снова куда-то бежали. А в конце месяца план не выполнялся по его участку. И где были руководители? И премии не получал ни мастер, ни работники с его участка. Я поговорил с рабочими. Они сказали, что эта беготня длится уже месяцами у этого мастера. Им не с чего собирать изделия, постоянный простой, нет своевременной выдачи чертежей, технологии, вовремя не подается оснастка для сборки сварки. Из-за всех этих проблем отсутствие премии, рабочий мне сказал, уже 3-й месяц подряд. Рабочие, мягко говоря, были очень расстроены. Многие подумали увольняться или искали работу на этом же заводе, но там, где мастера посильнее и управляют попрофессиональнее. У таких сильных мастеров рабочий персонал, соответственно, и премии получал. И я тогда подумал, а что если этот день мастера должен выглядеть иначе? Что если бы мастер делал только то, что реально нужно для результата? Мы вернемся в мое время, когда я сам был мастером, и возьмем оттуда все лучшее, и я с вами этим поделюсь. Сейчас мы разберем типовой рабочий день мастера именно с того завода. Я подсвечу вам, что он делал, а что должен был делать и чего делать не должен. Чтобы вы, когда выйдете на свою смену, не повторяли его ошибок. Чтобы не бегали по заводу, а управляли своим участком на месте спокойно и уверенно. Чтобы план вашего участка выполнялся, а вы не искали виноватых и не становились виноватым. Начнем этот один день того мастера. Очередной месяц закончился. Этот мастер снова не выполнил производственный план. На собрании участка рабочий открыто заявляет ему, что некоторые будут увольняться или переводиться в другой цех, если в следующем месяце ничего не изменится в его подходах к управлению участком. И мы снова не получим премию. Так продолжаться больше не может. Мастер, конечно, это понимает. А еще он получил сильную взбучку от вышестоящего руководителя. Он уже намекнул ему на совещании по итогам тот месяц, который сейчас закончился, что уволит его, если провалы производственной программы повторятся и в следующем месяце. И мастер наш наедине с собой, в тисках между своими сотрудниками и начальником цеха. А семью-то кормить надо. Премию тоже хотите наконец получить. Да и чтобы сотрудники получили по итогам следующего месяца свою премию. Да и по карьерной лестнице хочется расти и дальше, занять место начальника цеха. Наш мастер закрывается в кабинете и начинает размышлять, что я должен поменять в своих методах работы и принципах управления. Какие навыки мне нужно подтянуть или с нуля выучить, чтобы всем стало хорошо, и сотрудникам, и мне, и руководству. Сначала проведем анализ его старого дня, что он делал в течение рабочей смены, чтобы понять, что будем улучшать и менять в его алгоритме действий. В 8:00 он запускает смену. Он на словах поясняет рабочим, что нужно сделать сегодня, без всякого сменного задания. Плюс передавал срочные задачи, полученные им от начальника цеха. А тот, в свою очередь, эти пожарные задачи получил вчера вечером на заводском совещании, где участвуют все начальники цехов и руководители других служб. В 8:30 у нашего мастера начинается беготня. Сидоров сообщает мастеру: нет технологии на деталь 333. Иванов говорит: не хватает 15 фланцев для сборки. Петров не находит оснастку для распорки патрубка, которого нужно установить, чтобы не повело отверстие в емкости после сварки. Звонит мастер соседнего участка и ругается, что не получил от вас детали, которые вы обещали
передать ему вчера вечером, но их не отправили. И пошло-поехало, день не заладился. В течение первых 2 часов смены вам столько насыпали проблем, что вы не знаете, за что их хвататься в первую очередь. А еще нужно сходить на ежедневную планерку. Всех мастеров вашего цеха собирает ваш начальник для отчета в 9:00. Планерка чаще всего длится до 10 часов. 15-30 минут редко укладывается данное совещание. Это значит, вы не решаете срочные вопросы от своих сотрудников, из-за которых стоит участок, потому что вас не будет на участке целый час. Вы зависаете на этом совещании. Кошмар, что делать? 10:00. Вы наконец-то вышли с планерки начальника цеха. А тут еще 100-500 проблем уже возникло. А тут еще и ТК пришли на приемку изделий. Надо подготовиться к сдаче операции, чистота на рабочем месте, чертежи должны быть со штампом, и чтобы это была крайняя редакция, актуальная. Оказалось, что чертеж, который лежит на участке, это прежняя редакция, которая уже недействительна. Ну и по ней, конечно, не примут ТК. Слава богу, технологии на рабочем месте, актуальная версия. Но оказалось, что мерительный инструмент просрочен как уже неделю. Ай, какая неудача. Если ТК сейчас уйдут, они уйдут, так как я не подготовлен к операции ТК, я только завтра сдам это изделие и передам на другой участок. Это мне опять с утра поступит звонок с соседнего участка, что я оставил их без работы, так как не передам сегодня изделие. Опять завтра с утра получу на планерке от начальника взбучку. 12:00. Обед. Вы на ходу быстро накидались в столовой, обед еще идет, но вы уже бежите за чертежами в конструкторское бюро и в кладовую за аттестованным мерительным инструментом, чтобы после обеда все-таки попробовать сдать изделие и в ночь отправить своему коллеге на соседний участок готовое изделие. Вы идете по территории завода и видите, как специалисты спокойно отдыхают в этот обеденный час, играют в карты, кто-то смотрит кино, а вы с языком на плече бежите по своим пожарным делам. Жестко и очень нервно. 16:00. Пересменка. Вам нужно запускать вторую смену, но вас почти весь день не было на участке. Вы пробегали весь день. Вы даже не успели подготовиться ко второй смене и не знаете, что первая смена успела сделать на участке без вас, потому что у них не было необходимых комплектующих, оснастки и рабочей конструкторской документации. Вы на скорую руку запускаете вторую смену. Хорошо, если самостоятельные работники вышли во вторую смену, профессионалы, но есть же такие, которым все нужно разжевать по полочкам. И как назло, сегодня во вторую смену как раз таких несамостоятельных оказалось больше. Ну и вы по закону подлости вместо 15-12 минут на запуск смены зависаете аж на целый час, чтобы хоть как-то организовать работу на своем участке. Пока вы запускали смену, уже на часах протикало 17. Все вспомогательные технические службы ушли домой, а вы планировали быстро запустить вторую смену и до 17:00 успеть закрыть тройку пожарных вопросов. Но все уже ушли. И все сегодняшние проблемы перекладываются на завтрашние проблемы. День прошел впустую и снова в бегах. Это типовой рабочий день тех мастеров, за которыми я наблюдал на том заводе в теплые дни мая. Ну и что, уважаемые зрители, как вам рабочий день этого мастера? Поделитесь в комментариях вашим опытом, вашими советами. Будет интересно. Если вы сейчас работаете мастером и ваш день похож на их день, или может быть он другой, пишите, всем будет интересно, и мы попробуем ответить на ваши комментарии. Итак, с таким днем мастера срочно нужно что-то делать, иначе этот месяц закончится так же, как и 3 предыдущих. Срыв планов, получим по шапке от руководства и все снова останутся без премии. Итак, у нас с вами начинается новый рабочий месяц, и мы поняли, пора что-то менять. Мы находимся в точке начала необходимой перестройки всех наших процессов на своем участке работы. Как раньше управлять участком мы уже не можем себе такого позволить. Пора кардинально менять подходы в управлении и взращивать новые навыки и привычки. Смотрите, я понимаю, многим из вас сейчас хочется пойти по проторенной дорожке, найти какую-то волшебную таблетку и решить все эти проблемы, как у этого мастера. Или надеяться, что оно само как-то все рассосется. Или что за вас отрегулирует это начальник цеха, сделает вашу работу. Но такого не бывает. Без ваших личных изменений этот бег по кругу не остановится. Вы можете сколько угодно ждать, что начальник цеха наладит снабжение, что конструктора перестанут опаздывать с чертежами, что смежники вдруг начнут работать как часы. Но пока вы сами не поменяете свой подход работы, ничего не изменится. И знаете, в чем главная ловушка? Мастера часто воспринимают свою должность как мальчик на побегушках. Принеси, подай, организуй, добудь, реши проблему
и срочно здесь и сейчас потуши пожар. Беготня за комплектующими, тушение этих бесконечных пожаров, разгребание чужих косяков. И кажется, что это и есть работа мастера. Но на самом деле мастер – это руководитель среднего звена. Это не просто старший рабочий с большой ответственностью. Это человек, который должен видеть не только сегодняшнюю смену, но и горизонт планирования минимум на месяц вперед, а лучше до конца изготовления вашего изделия. А машиностроение, он бывает разным. Квартал изделия могут изготавливать, полгода, а может быть и год. Изготавливается та или иная продукция. Навык планирования, кстати, очень важен. Он и для мастера важен, и для любого уровня руководителя. Управлять с планом ваших действий всего на один день – это неминуемый крах. День один мы сейчас рассмотрели нашего мастера. Вы должны понимать критический путь каждого своего изделия, которое проходит через ваш участок. Где узкое место в технологических потоках изготовления ваших изделий? Какая деталь станет вашим бутылочным горлышком через 2 недели? Какой фланец нужно выбивать уже сегодня, чтобы через 10 дней не встала ваша сборка? Это совсем другой уровень мышления. И чтобы так мыслить, нужно учиться. Нужно разобраться, что вообще такое должность мастера. Какие у вас реальные полномочия, за что вы отвечаете, за что нет. Где зона вашей компетенции, а где вы подменяете зачем-то собой снабженцев, кладовщиков и технологов. Хотя не должны, потому что по факту выполняете чужую работу, но не выполняете свою непосредственную работу на участке. И у вас в дне никогда не хватит часов. Вам не 24 часа надо, а 48. У меня для вас есть другой вариант. Не волшебная таблетка, их не бывает, но проверенный на практике метод. Как перестать быть мальчиком на побегушках и стать настоящим руководителем? Главное желание действовать. Внедрите новые принципы в свою работу. Немного измените свои привычки по части планирования, организации и контроля. И вы увидите, день перестанет быть похожим на пожар, а участок начнет выполнять план. И премии придут сами. Ну что, уважаемые руководители среднего звена и мастера, устали бегать по цеху с вытянутым языком, тушить пожары, разбирать чужие косяки, искать детали, которых нет, и чертежи, которые не пришли вовремя? Давайте организуем работу по-другому. Работу, где вы не бегаете, а управляете процессом. Где утро начинается не с криков «где фланцы», а с четкого плана на смену. Где ОТК не ловит вас на просроченном инструменте, потому что вы все проверили заранее. Где вторая смена запускается за 15 минут, а не за час мучений. И эти правила, они простые. Правило первое. Вы не мальчик на побегушках, вы руководитель. Ваша задача организовать, а не бегать. Правило второе. Планируйте не на сегодня, а на месяц вперед. Критический путь изделия – ваша священная карта. Правило третье. Учитесь говорить «нет». Нет, я не побегу на склад, пусть комплектующие подают по графику, который есть у кладовщиков. Я не буду искать технолога, пусть чертежи приходят вовремя по их графикам. Правило четвертое. Делегируйте. У вас есть бригадиры, есть опытные рабочие, не тащите все сами. Правило пятое. Анализируйте каждый свой день. Где потеряли время, почему возник простой, что сделать, чтобы завтра этого не повторялось. Звучит вроде бы просто, а вот и нет. Но я сам прошел этот путь. От слесаря до мастера, от мастера до директора производства. Я знаю, это игра, и такие правила работают. Выигрыш в ней – это уважение команды, спокойные рабочие смены, выполненный план и премии, которые вы наконец-то увидите. Так что давайте уже прекратим играть в бегущего мастера, а начнем играть в управляющего руководителя. Давайте разберем, как должен выглядеть правильный день мастера. Но перед тем, как перейдем к улучшенному дню мастера, я сначала вам подскажу, как я начинал новый месяц, будучи мастером. Помним, что нам надо научиться планировать на горизонт минимум на месяц, а лучше на квартал. Когда у меня заканчивался производственный месяц, я проводил полный анализ прошедшего периода. И вот 11 пунктов. Первое. Я смотрел, что сделано. Я проверял, что сделано на моем участке по всем деталям, сборочным единицам и сколько полностью готовых изделий ушло в цех упаковки и отгрузки. Второе. Норма часы. Сколько мы отработали нормы часов, а сколько не выполнили. Третье. Готовность к следующему месяцу. Какие заготовки, операции, например, мехобработки и детали подготовлены мне другими участками и цехами для выполнения плана уже на следующий месяц. Четвертое. Инструменты и оснастка. Сколько израсходовано и сколько потребуется инструмента и оснастки в новом периоде. Пятое. Новые изделия. Какие новые изделия планируются к запуску на моем участке в будущем месяце и в ближайшем квартале.
чтобы мы со своими сборщиками и сварщиками подготовились заранее, разработали оснастку или помогли технологам ее разработать. Где-то помогли с технологией и режимами сварки, поварили сварные пробы по всем новым изделиям, чтобы мои сварщики были готовы. Отрабатывал с конструкторами по конструктиву. На пооперационных переделах встречался с мастерами других участков, договаривались, как пройдем по технологии той или иной операции. Шестое. Потребность в людях. Я определял, сколько мне потребуется сотрудников и каких профессий для выполнения плана на следующий месяц и на квартал вперед. Возможно, нужно было нанимать новых специалистов или просить людей с соседних участков. Седьмое. Синхронизация с другими участками. Просматривал все планы изделий и планировал следующий месяц. Понимал и принимал решения, какие и когда заготовки и детали мне будут поставлять заготовительные механические участки. Восьмое. Снабжение. Отрабатывал с отделом снабжения, чтобы они под мои планы все учли и привезли в нужный мне срок по критическому пути моих изделий необходимые комплектующие. Мы сверяли мой план производства и их план закупок на квартал и наступающий месяц, чтобы им выделили деньги, и они сориентировали поставщиков и металлургические заводы, чтобы нам вовремя пришли вагоны и автотранспорт с материалами. Девятое. Аттестация сварщиков. Я определял, какие нужны аттестации для сварщиков и проводил вовремя экзамены. Десятое. Документация инструмент. Готовили на будущий месяц заранее мерительный аттестованный инструмент, и чтобы архив конструкторов и технологов своевременно приносил мне на участок актуальные версии рабочей конструкторской документации и технологий. У них, как и у закупщиков, был мой план производства. Они знали, к какой дате и что у меня должно быть на участке. 11. План каждому. Я распечатал план на будущий месяц на участок, и каждый мой сотрудник знал, в какую смену и что ему делать. И к этой операции на рабочем месте каждого всегда вовремя к сменосуточному заданию, которое я выдавал в первую и во вторую смену. Были чертежи, технологии, оснастка, инструмент, сварочные материалы, детали и заготовки. В конце смены бригадиры и работники отчитывались и вписывали в сменосуточные задания, что они сделали за смену. И закрашивали в плане на месяц, какую операцию, деталь или сборочную единицу выполнили. Никогда ни я, ни мои рабочие не бегали по всему заводу, как тот мастер, за которым я наблюдал в мае прошлого года на одном из известных российских заводов. У нас с бригадой был закон. Я им подношу все необходимые вовремя, я подношу им все необходимое вовремя, организовываю работу, размещаю план на участке, и они самостоятельно работают, исполняя план в срок. Получают хорошую зарплату, соблюдая технику безопасности. Я у них никогда не стоял над душой. Мы верили друг другу и уважали и доверяли. Я приходил на участок с утра, запускал смену и на пересменку между первой и второй. А вторую смену у меня записывал бригадир и вел ее в сменосуточном задании и закрашивал в плане на месяц о выполнении. Скажу вам честно, мы так отладили взаимодействие с бригадами на высшем уровне, что когда я готовился к следующему карьерному шагу и уезжал на учебу в Питер, они по 2 недели спокойно работали полностью без моего участия. Участок работал как часы, каждый знал, что ему и когда делать. Помню, в один из годов мне за полгода нужно было отлучиться 3 раза по 2 недели. Все командировки около 2 недель. И все службы и соседние участки знали по моим планам, когда и что мне нужно поставить на мой участок в мое отсутствие. Они в свои планы вписывали свою часть работы, синхронизировались с моими планами эти все службы. Детали поступали в необходимые мне сроки для выполнения плана нашего участка. Соответственно, укомплектованные всем необходимым в нужный срок, мои бригады ни разу не сорвали за 3 моих командировки план. Все было сделано в лучшем виде и своевременно. Механизм управления, выстроенный на доверии и на 11 пунктах по организации работ на будущий месяц, работал отлично. Я вспоминаю этот период моей работы в должности мастера-технолога. Это просто лучшее, что я видел за последние 20 лет в российской промышленности и на заводах, где бывал. Причем не в целях похвастаться, это реально так работало. Это высший пилотаж управления организацией труда на рабочем участке в производстве. Почему сейчас этого нет в России? Или очень редко встретишь? Почему мало таких организационно эффективных производств, о котором я сейчас вам рассказал? Чтобы понять это, посмотрите мой ролик «Как менялось управление на заводах в России с 2001 по 2026 год». Там я поясняю, кто такие эффективные менеджеры и как они уничтожили грамотные методы организации, как те самые 11 пунктов, о которых я рассказал, и убили саму эффективность управления. Сейчас главная презентация и красиво отчитаться. Результат не важен. Кстати, поделитесь, зрители, вы сталкиваетесь с эффективными менеджерами в своих компаниях, в своей работе?
Сколько лет уже этот класс руководителей вы наблюдаете? Мне очень интересен ваш опыт взаимодействия с этими менеджерами. Мы с вами подготовили будущий месяц к исполнению нашего плана производства. Теперь давайте проведем один рабочий день с мастером-технологом, то есть со мной, и увидим, чем я занимался в течение своего одного рабочего дня. 7:30. Я приезжал на участок за 30 минут до начала смены и смотрел, что отмечено в плане смена-суточном задании по результатам исполнения вчерашней второй смены. Проходил по всем рабочим местам своего участка, сравнивал глазами, что сделано в железе, а что отмечено в плане. Как вы помните, я доверял своим сотрудникам, но чтобы быть в курсе, что сделано в железе, и нужны ли какие-то корректировки, например, взять в работу сейчас в первую смену такую операцию или деталь, чтобы эффективнее запустить первую смену, я все-таки ножками обходил и делал эти обходы каждое утро. 7:50. Либо вчера, уходя домой, я уже заранее написал сменосуточное задание на первую сегодняшнюю смену. Так было у меня в 90% случаях. Всегда сменки готовил заранее, потому что, как вы помните, горизонт моего планирования был минимум на месяц. Либо после утреннего обхода я мог внести какие-то мелкие корректировки в 7:50 в это новое сменосуточное задание на первую смену. 8:00. Запуск смены в соответствии со сменным заданием и планом участка на текущий производственный месяц. С 8:00 до 9:00 обход всех рабочих мест на участке и беседа со сборщиками и сварщиками. Всем ли они обеспечены? Может, есть какие-то организационные или технические вопросы, а может, просто есть личные ко мне вопросы, не касающиеся работы. Мы всегда общались с ребятами на любые темы, просто о жизни, о рыбалке, о детях, о хобби, о футболе. Это прям сплачивало коллектив. После обхода я шел на соседние участки и просматривал, что они делают, какие операции, детали необходимы мне в ближайшие смены. И смотрел участки, кому, наоборот, я должен в ближайший период передать какие-то свои детали по их планам, чтобы не остановить их по моей вине. Всегда смотрел на весь поток продукции. Мне было все прозрачно и понятно, кому и когда я передаю, когда они мне передают. В 9:00 у нас проводилась быстрая планерка. За минут 30 мы укладывались у директора производства. Все 15 участков, 315 человек по численности на этих участках, все были синхронизированы через четкие планы и их контроль исполнения. Все мастера понимали друг друга с полуслова, планирование – это было наше все. С 9:30 до 10:00 мы встречались с мастерами и пили чай, обсуждали рабочие моменты и личные какие-то внерабочие моменты. Мы дружили, мы общались и проводили время, веселились и смеялись. С 10 до 12 я занимался подготовкой к новым изделиям, будущим периодам работы своего участка по плану производства на сутки, неделю, месяц или более. Взаимодействовал с закупщиками, конструкторами, технологами или другими службами, чтобы подготовить участок к следующим работам. Я должен был понимать, что все отработают на мой участок в своей зоне ответственности, в срок и с нужным качеством по своим работам и планам. 12:00. У меня был спокойный обед, прогулка на улице, чтение книг. Да мог и просто поспать. Дело молодое, мне тогда было 23-26. Вечером-то после работы гуляли допоздна. Вот и досыпал в обеденный перерыв. 13:00. Обход участка. Смотрел, что уже сделано по сменному заданию и уже планировал вторую смену. Писал сменное задание на вторую смену. С 14 до 15:00 я занимался саморазвитием, внедрял новую оснастку, технологии, принципы в свою работу и работу участка. Как раз внедрял бережливое производство, Голдрода и другие инструменты и апгрейды процессов на моем участке. В 15:00 проходила вторая планерка с директором производства. Также в 30 минут мы укладывались, он проверял статус по выполнению суток. 15:30 подготовка второй смены, 16:00 выдача смена задания на вторую смену и закрытие сменосуточного задания за первую смену. До 17:00 также обходил все рабочие места своего участка, просматривал, у всех ли также все в порядке. Тот же обход, что и делал с утра в первую смену. Беседа со сборщиками, сварщиками, всеми ли они обеспечены, есть ли вопросы. С 17:30 до 18:00 покидал завод и ехал домой. Как вам мой рабочий день и день того мастера? Сравнили, о котором я рассказывал в начале ролика? Поделитесь инсайтами, какую разницу вы увидели, какой тайминг рабочего дня вам ближе и комфортнее, его или мой, в каком режиме вам работать было бы лучше. Казалось бы, вот оно, счастье. Бери мой пример, любому мастеру вдохновился и решил попробовать и внедряйте подходы у себя на участке. Начинаете новый месяц, сделал план, расписал все 11 пунктов, договорился со службами, подготовил людей. Первая неделя прошла отлично, вторая тоже.
Участок работает как часы. Бригады довольны новой работой, начальник цеха хвалит. Но как только система начинает работать, тут же появляются какие-то плохие парни. И они не снаружи, они внутри вашей системы. Снабженцы, привыкшие, что мастер за ними бегал и выбивал детали, как раньше, лично, они к этому привыкли, они расслабленные. А зачем нам напрягаться, если у мастера все равно все под контролем, прибежит, попросит. План же есть, они сами разберутся. И поставки начинают срываться на ваш участок. Конструкторы, которые раньше получали от мастера вежливые напоминания, теперь могут решить, ну у них там какая-то своя новая система управления, пусть сами работают. И чертежи начинают опаздывать. Начальник цеха, видя, что участок работает стабильно, лучше, и начинает подбрасывать на нашего героя-мастера проблемы с других участков. Ты же уже вот наладил, помоги ребятам, у них там оврал, надо помочь. И потихоньку нашего мастера закидывают новой работой и загружает по полной еще и чужой. А самое опасное, если появляется самоуспокоенность у самого мастера. Он думает, ну, система заработала, можно чуть-чуть расслабиться, выдохнуть. Наверное, сейчас все само пойдет. И перестает делать утренние обходы, перестает контролировать каждый месяц пункты из наших 11. Он не проверяет, а что пришло на участок, а что нет. Перестает каждый день разговаривать с людьми, и система начинает давать сбои. Сначала маленькие, незаметные, но потом все серьезнее и серьезнее. А он не замечает, потому что перестал смотреть и действовать по-новому. Он потихоньку возвращается к своим старым, излюбленным привычкам и методам управления. Или бывают такие моменты, когда кажется, все снова вернулся к старому, дальше не прорваться, и мы скатимся к старым пожарам. На третьей неделе месяца случается срыв поставок. Ключевые комплектующие не пришли вовремя. Сварщики снова простаивают. План начинает валиться. Начальник цеха вызывает на ковер. Рабочие снова начинают высказывать недовольство. Мастер смотрит на свой красивый план, на графике, на распечатке и думает, а может все это для идеальных условий? Может это просто у того мастера Сатамаша просто завод был другой, да и люди другие, начальство другое. А у нас реальность жестче, другая, и эта система не выдерживает. Может проще, как все, бегать и орать. Руки начинают опускаться, в голове мысль, неужели все зря начинал, все эти изменения, неужели опять придется бегать, тушить, выбивать. Эти мысли могут к вам закрасться в таких ситуациях, когда ты уже поверил, начал меняться и реализовывать улучшения на своем участке, вложил силы, построил, а жизнь снова бьет под дых. И кажется, что проще плюнуть и вернуться к старому, к беготне, к авралам, к вечному, где фланцы. Это сложный момент, их тоже просто надо спокойно прожить, и дальше все пойдет как по маслу. Главное терпение, дисциплина. И у вас заработает такой же механизм на участке, как тогда у меня. Главное, не ломайтесь и не откатывайтесь назад к своим старым привычкам, где вам было проще бегать, чем думать, проще орать, чем организовывать, проще быть мальчиком на побегушках, чем руководителем, который отвечает за результат. В такие моменты каждый мастер остается один на один с собой. Сидит вечером в пустом кабинете, смотрит на план, который посыпался, и думает, может я просто не способен быть руководителем? Может это мой потолок? Может мне лучше быть хорошим рабочим, а не мастером? Да и стыдно перед бригадой, страшно перед начальником, обидно перед самим собой. Столько сил вложил, а оно опять рассыпалось. И вот в таком отчаянии приходит простой вопрос. Может я где-то схалтурил, может не дожал, может я слишком рано расслабился и поверил в успех. И в голове начинает прокручиваться все эти 11 пунктов, реально ли я их все сделал. А точно ли я договорился со снабженцами или просто поставил галочку. А контроль исполнения был или пустил снова все на самотек. А утренние обходы делал каждый день или только первую неделю походил и бросил. А с людьми я разговариваю или только планы раздавал. И тут приходит осознание к нашему мастеру. Система не сломалась, это он сломался. Он перестал контролировать и дисциплинированно выполнять те действия, о которых мы проговорили ранее. Он перестал обходить участок, перестал разговаривать с людьми, решил, что уже все и само идет отлично, и я не буду вмешиваться. А в управлении, как и в спорте, стоит перестать тренироваться, и результаты падают на прежний уровень. Штангу надо продолжать поднимать и увеличивать вес и количество подходов, чтобы мышцы ваши начали расти. Главное желание идти к цели. Не останавливайтесь. Ну и он
снова берет себя в руки и на следующее утро приезжает не к 8, а к 7:30. Проходит по всем рабочим местам, смотрит, что реально сделано, садится с планом на месяц и проверяет каждую позицию. Идет к снабженцам, не ругаться, а спокойно сверить графики, понять, где сбой и как его исправить. К технологам, не орать, а уточнить сроки и помочь подстраховаться. Собирает бригадиров и говорит честно: ребята, я расслабился немного, перестал контролировать все процессы, давайте еще раз попробуем. Давайте вернемся к тем правилам, которые у нас первые 3 недели работали. Чтобы премии были каждый месяц, чтобы вы гордились своим участком. Ну и люди приняли его честность, поверили. И мастер не строит из себя начальника, он реально пашет, реально хочет сделать как лучше всем, признает ошибки и готов их исправить. Но они также включаются обратно в эти его процессы улучшения по повышению эффективности и управляемости работы его участка. Потому что за таким мастером им идти хочется. Давайте теперь соберем 5 грубых ошибок, которые сломают карьеру любого мастера или руководителя среднего звена. Мы их с вами уже частично на примерах поймали и уловили, но повторно, чтобы вы запомнили и проверяли себя каждый день. Ошибка номер 1. Работать без горизонта планирования. Если ваш план заканчивается с сегодняшней одной сменой, вы не мастер, вы пожарный. Настоящий руководитель видит минимум на месяц вперед, знает критический путь каждого изделия и понимает, где возникает узкое место через 2 недели. Помните один из пунктов подготовки будущего производственного месяца? Это база, с которой начинается порядок. Ошибка 2. Бегать вместо того, чтобы организовывать. Лично ехать на склад за фланцами на каре, искать технологии, тащить чертежи. Это не работа мастера, это работа курьера. Ваша задача сделать так, чтобы все приходило само по графику, без вашей беготни. Выстроить систему так и не бегать в ней, как белка в колесе. Ошибка номер 3. Не делегировать и не доверять. Пытаться контролировать каждую мелочь, стоять над душой каждого рабочего – это путь никуда. У вас есть бригадиры, есть опытные рабочие, учитесь передавать им полномочия, доверять людям, давать им возможность работать самостоятельно. И контролировать по результату, а не по процессу. Как в моем примере, я доверял, но проверял, каждое утро ножками обходил участок. Ошибка номер 4. Не учиться и не развиваться. Технологии меняются, оборудование обновляется, требования к качеству растут. Если вы не внедряете новое, не читаете, не пробуете новое, вы отстанете. Каждый день находите хотя бы 30-40 минут на саморазвитие. Внедряйте бережливое производство, читайте Голдрата, смотрите, как работают лучшие практики. Я в свое время каждый день учился, и это дало результат. Ошибка номер 5. Не общаться с людьми, если вы только требуете, но не разговариваете с рабочими по-человечески, не знаете, что у них болит, не интересуетесь их жизнью, вы никогда не получите настоящей команды. Люди идут за теми, кто их уважает, слышит и ценит. Полчаса разговора о рыбалке или детях могут дать вам больше, чем месяцы приказов. Мы с моими бригадами дружили, и участок работал как часы даже в мое отсутствие. Запомните эти 5 ошибок, повесьте их себе на стену в кабинет, проверяйте себя каждый день. Не бегал ли я сегодня? Не забыл ли я про план на месяц? Поговорил ли я с людьми? Что нового знал? Кому делегировал? И тогда вы вырастете из мастера в начальники цеха, из начальника цеха в директора производства. Я этот путь прошел сам, своими ножками и головой. Тот мастер, за которым я наблюдал на заводе в том году в мае, к сожалению, так и остался в своей беготне. Он не захотел меняться. А вы для себя можете выбрать другой путь. Используйте мой опыт и подсказки. Удачи вам во внедрении. Еще дополнение, если ваш мастер совершает такие ошибки, это не только его вина. Его никто не учил работать по-другому. В компаниях, где внедряется архитектура управления, такие навыки становятся не личным делом сотрудника, а частью системы и среды этой компании. Мастер будет меньше ошибаться там, где вы выстроили правильные процессы управления, и они просто не дадут ему много ошибаться. Помните, ваша цель – это не просто стать мастером. Ваша цель – стать руководителем, который создает систему. Систему, где люди работают с удовольствием, где план выполняется без авралов, где премии приходят сами, где вас уважают и ценят, где вы можете уехать в командировку на 2 недели, а участок продолжает работать как часы без вас. Как выстроить такую систему на всем заводе, а не только на своем участке? Смотрите мой первый плейлист «Архитектура управления». Там я разбираю все 4 блока, от стратегии до операционки, от финансов до людей. Это тот самый каркас, на котором держится любой успешный бизнес. И те 11 пунктов, которые я показал, это только маленькая часть из той архитектуры управления. Это всего лишь управление участком. А есть еще уровень цеха, уровень завода, уровень компании.
А если хотите разобрать именно вашу ситуацию, понять, где у вас провалы в управлении участком или цехом, а может целой компанией, и какие из 5 ошибок мешают именно вам, пишите в Telegram, ссылка в описании. Проведем личный аудит, разберем ваши ошибки, подскажу, что именно поменять, чтобы заработало. Я помогу вам увидеть то, что вы сами сейчас, возможно, не видите или не замечаете. Ну и, конечно, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик, впереди еще много разборов. Как наладить снабжение, как работать с технологами, как мотивировать рабочих, как выстроить отношения с начальниками цехов, как не бегать, а как начать управлять. Напишите в комментариях, какая из 5 ошибок ближе всего вам сейчас, с чем сталкиваетесь каждый день. Может, узнали себя в этом мастере, который бегает по цеху. Или уже пробовали выстраивать систему и столкнулись с сопротивлением. Мне правда важно знать ваши боли, чтобы делать следующие ролики максимально полезными для вас. Быть сильным руководителем – это ремесло, ему можно научиться. Увидимся в следующем ролике. Всем удачи!